колониализм, культурная апроприация и густая достоевщина. Как все это может укладываться в голове одной очень милой, сладкой, симпатичной девочки? Да легко. Давайте сейчас я вам все расскажу. Всем привет, я Саша, и сегодня я хочу рассказать вам о девушке, в мозг которой я влюбилась в прошлом 2025 году. Ты чего вздыхаешь? Ты чего вздыхаешь? Что такое? Ну иди сюда, ну ложись, я тебя потревожу. Как наверняка вы видите, девушка, о которой пойдет речь, это Ребекка Куан. Заваривайте там свои чаечки, кофеечки. Пока своего. Мое знакомство с Ребеккой началось с Yellowface. Я думаю, что с этой книгой знакомы очень многие. Здесь даже есть пару слов от Стивена Кинга. Я совершенно не планировала читать книгу, которой просто было заполонено все было желтым. Эта книга была везде, во всех польских магазинах. Весь мой инстаграм был желтым. Кто-то любит, кто-то ненавидит и так далее. Я была просто не заинтересована фабулой, поэтому я не планировала читать. Но в Варшаве есть магазин с русскими и белорусскими книгами. Это магазин «Букинистка». И там в прошлом году был книжный клуб, к которому, собственно, я и прочитала Yellowface. И я совершенно пропала, просто пропала. Когда книга закончилась, я решила, что я хочу прочитать всю Куан. Собственно, книжного клуба того, в котором я познакомилась с Ребеккой, больше нет, но книжки остались, и любовь к Ребекке точно осталась. Ладно, это слишком долгая дигрессия. Давайте к книге. Сначала про название. Yellowface — это исторический термин. Белые актеры гримировались под азиатов и создавали карикатуры, не всегда комплиментарные, а точнее, всегда не комплиментарные. В романе это буквально метафора кражи идентичности. Итак, о чем эта книга? Неудачливая писательница Джун становится свидетельницей просто нелепейшей смерти своей очень успешной подруги китайского происхождения Афины. Хотя, в общем-то, слово «подруги» не совсем подходящее. Кажется, в оригинале используется даже слово «frenemies», такие подруга-соперницы. Одна моя родственница в детстве использовала слово «подлюшки». Это такой русский аналог слова «frenemies». Ввиду данного события Джун крадет уже законченную Афиной рукопись о китайских рабочих времени Первой мировой, выдает ее за свою, сначала редактирует, далее выдает за свою. Она становится мега успешной и популярной, но совесть, и даже не столько совесть, а страх, что это выдастся, и, в общем-то, расследование в Твиттере, они ее догоняют и держат крепко в своих кулаках. Это не высокая литература, это навряд ли станет классикой, но это супер повесть о наших 2020-х. Это очень крутое отражение наших времен. Вот эти говносрачи в соцсетях, культура отмены, отмена культуры отмены белыми мужчинами, капитализм, от которого мы никуда не денемся в ближайшее время, и жажда славы, популярности, успешности. Почему я очень рада, что у меня есть бумажная версия. Я хочу перечитать эту книгу лет через 10. На самом деле просто для того, чтобы сверить часики, изменилось ли что-то в этом мире. Что я еще должна сказать? Я
не настаиваю, но в целом могу советовать смело эту книгу. Но есть одно но. Есть один нюанс с переводом. Начнем издалека. Yellowface — это 5-я книга Ребекки. Перед этим была еще трилогия «Опиумные войны» и «Вавилон», имеющийся здесь, тоже очень красивый. Эти 4 книги перевела Наталья Рокачевская в издательстве «Фанзон». Все было хорошо. Я не встречалась с нареканиями по поводу перевода. Но Yellowface — это книга на более широкую аудиторию. Ее явно читали и поклонники фантастики, первых 4 произведений Ребекки. Но здесь фантастики нет совсем, это сатира, причем на наш современный мир, соответственно, более востребованная. Поэтому, что сделало издательство? Угадайте с первого раза. Правильно. Отдало книгу на перевод мужчине. Получилась полнейшая катастрофа. Все разнесли этот перевод. Я даже не знаю, как это комментировать. Я видела некоторые отрывки, и там буквально есть шутка про суньхуй в чай. Там буквально этот человек додумывает какую-то дрянь совершеннейшую. Он, наверное, хотел повеселее сделать книжечку, но это получился ад. В общем, издательство прислушалось к читателям, слава богу, и не отдала, к сожалению, на новый перевод книгу, но да ладно. Пришли 2 новые редакторки и отредактировали все полностью, убрали все, что тот мужчина додумал, и все непристойные шуточки. И читатели говорят, что теперь это можно потреблять. Теперь советуют. В общем, если вы планируете читать на русском, просто обратите, пожалуйста, на это внимание. Очень вам советую, чтобы это была 2-я именно редакция. А если хотите покринжевать, то берите и 1-ю. А в следующем видео я расскажу вам про ее 4-ю книжку. То есть мы идем в обратном порядке. На минуточку только. О Вавилоне. Stay tuned. Пока-пока. Возможно, я мыслю слишком стереотипически. В смысле, возможно, так и есть. Нет, это плохая идея. Ха. Господи, это лишняя информация. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Становится мега успешно.